Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Стать, спокойствие, благополучие, изысканная простота. То, чем веет от коллекции «Осень-зима» 2023-2024 модного дома Fendi, представленной брендом в рамках фэшн-марафона недели моды в Милане. Новый старый итальянский шик. Именно так вкратце можно описать увиденное на подиуме. Сегодня креативный директор Ким Джонс уже не впервые обращается за вдохновением к архивным работам Карла Лагерфельда. В этот раз дизайнера привлекли графические мотивы из коллекции Fendi 1995 и 1996, а также трикотаж из линейки 1981. В прекрасных нарядах из трикотажного полотна джемперы подверглись деконструкции и обзавелись дополнительным воротом-халтер. Пуговицы на платьях и кардиганах сменили застежки-кнопки, никакого пугающего оверсайз, а только плавно облегающая фигуру одежда. В краткой рецензии к новой коллекции было указано: чистая, простая, но сложная. Вот как хотите, друзья, так и понимаете. Многие идеи для творчества Ким Джонс почерпнул из личного гардероба Дельфины Делетре, дочери Сильвии Вентурини Fendi. Это нашло отражение в юбках в складку, которые были надеты поверх брюк, кожаных мини в дуэте с рубашкой поло, обуви с высокой шнуровкой и в атласных черных костюмах. Сходную униформу Дельфина носила во время учебы в одной из престижных школ Рима. Вдохновляясь ее личным стилем, дизайнер выбрал для модных ансамблей и соответствующие оттенки, где одним из знаковых сочетаний стал союз бледно-голубого с коричневым. В комментариях к показу Джонс отметил, что хорошо помнит наряд, который Дельфина носила в тот день, когда он только начал работать в Fendi, и который, по ее словам, она купила в римском магазине, где продается одежда для монахинь. Сегодня дизайнер воспроизвел это цветовое решение, слегка добавив в образ нестандартной изюминки. В элегантных женских ансамблях прослеживается также отсылка к базовым вещам из мужской линейки. Так в коллекции появились однотонные простые рубашки, строгие серые брюки, длинное пальто прямого кроя. Многое дизайнеру удалось предложить всем поклонникам итальянского бренда в новом прочтении, что привело к появлению в модных луках жилетов с рукавами, двойных воротников у жакетов и пальто, косого шлейфа и асимметричной застежки у брюк. Часть модных образов, представленных на подиуме, стали своеобразным напоминанием о прошлой кутюрной коллекции дома. К примеру, атласные платья на тонких бретелях привлекают изящно выполненной драпировкой с необычным эффектом. И кажется, будто юбку перекрутили на талии. Бежевый плащ получил подкладку из блестящих пайеток, кружевное белье стало частью офисных луков. На повестке у Кима Джонса сегодня двойственность и гибридность вещей. Наглухо закрытый спереди топ обнажает спину модели. Минималистичные макси могут вдруг поразить смелым высоким разрезом. Здесь теплый шарф и деталь, похожая на тонкий кардиган, успешно имитирует свитер, повязанный на одно плечо. Полупрозрачные платья, оказывается, сшиты не из тонкого трикотажа в рубчик, а из легкой органзы. Все подобные идеи очень характерны для марки Fendi, где многое, что на первый взгляд может показаться простым, на самом деле сложное. Главными в цветовой палитре линейки на холодный сезон стали небесно-голубой, молочно-бежевый и все оттенки серого, которые гармонично дополнили черный, коричневый, синий, сделав яркий финальный аккорд с союзом красного с малиново-розовым. Модная публика с удовольствием отметила возвращение в тренды кожаной юбки-карандаш. Очередную перезагрузку получила и бархатная модель с популярной нынче длиной макси и заниженной линией талии. Не забыл дизайнер включить в коллекцию знаковую сумку-багет, которую можно носить традиционно, закинув ремешок на плечо, либо держа в руке, как обычный клатч. Что касается украшений, они по-прежнему включают логотип бренда и выполнены в виде аккуратного соединения металлических пластин. Смотрим, друзья, удивляемся, обсуждаем. Вопрос остается открытым. Насколько талантливо и точно у дизайнера получилось отразить в коллекции настоящую утонченную итальянскую моду? Напишите свое мнение в комментариях. Я обязательно все читаю и каждому из вас, мои дорогие зрители, с удовольствием готова поставить лайк. Только не забудьте подписаться на канал и активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Всем совершенства и красоты! Хорошего дня и теплого, светлого, солнечного настроения!